Привет, друзья! В самой политической сердцевине Германии что-то явно происходит, и это очень тревожит. Если официально мы наблюдаем полную тишину, то в кулуарах власти все чаще звучит тревожный вопрос, а не готовят ли перенос части функций из Берлина. Пресса пока не публикует открытых заявлений, но ряд аналитиков указывают на необычную активность внутри административного аппарата. По информации, просочившейся из парламентских кругов, обсуждается сценарий децентрализации управления. И это уже не теория, речь идет о реальных обсуждениях внутри ведомств, в том числе Министерства внутренних дел и даже канцелярии канцлера. Среди них перезагрузка столицы, логистический коллапс, постоянные протесты и, главное, уязвимость ключевых органов власти. Инсайдерский доклад, как утверждают немецкие журналисты, содержит формулировку «Берлин больше не справляется с вызовами времени». Варианты альтернативных центров уже названы: Бонн, Дрезден, Лейпциг. В этих городах может появиться нечто вроде нового технократического узла. При этом Берлин, по словам собеседников, сохранит политический статус, но реальные решения будут приниматься в другом месте, в закрытых координационных зонах. Такая модель обсуждается как часть новой архитектуры управления, которую продвигает лично Мерц. По словам источников, близких его команде, речь идет о полной модернизации управленческого центра страны, без лишнего шума, без лишних обсуждений и уж точно без координации с Брюсселем. Это уже не просто внутренний процесс, это фундаментальный поворот в логике немецкой власти. А теперь внимание, то, что говорит Мерц, взрывает привычную логику власти. Официальные заявления пока выглядят нейтрально, все под контролем, реформа не обсуждается. Но те, кто внимательно из вас следит за действиями Фридриха Мерца, замечают тревожные совпадения. Ведомства получают новые технические инструкции, строительные тендеры запускаются на нехарактерных объектах, эксперты все чаще говорят о формировании цифрового ядра управления, которое будет функционировать независимо от классических министерств. Как сообщают источники, близкие к правительству, речь идет о создании закрытого координационного центра с полной автономией. Именно здесь будет формироваться управленческий контур без утечек, без внешнего давления и без старой бюрократии. По данным экономического издания, внутри коалиции фигурирует термин «оперативная автономия». Это не просто символ, это новая модель власти, при которой классические институты остаются формально, но реальное решение принимается в нулевом секторе. И главное, все это делается без оглядки на европейские нормы. Брюссель, похоже, поставлен перед фактом. Вся административная логика сворачивается в одну точку. Эффективность превыше процедур. Отдельные чиновники, по слухам, уже отстранены от внутренних процессов, а координация теперь идет по вертикали доверия, которую строит лично Мерц. Сторонники канцлера называют это структурной независимостью, противники – тихим переворотом. Но в любом случае становится ясно, Германия больше не будет управляться так, как прежде. И все это без законопроектов, без пресс-релизов и без обсуждений с союзниками. Это новый стиль, и старым элитам явно не по душе. Но это только начало. Дальше Германия делает шаг, который раньше никто не решался. Германия тихо, но последовательно уходит от коллективной энергетической политики Евросоюза. Если раньше каждый крупный контракт проходил через согласование с Брюсселем, то теперь все иначе. Как утверждают журналисты, в канцелярии Фридриха Мерца недавно были подписаны протоколы, согласно которым участие в европейских структурах в газовых переговорах приостанавливается. Формулировки прямые: энергетическая автономия в рамках национальных интересов. Это значит, что Германия выходит за рамки зеленого плана Еврокомиссии и формирует собственный курс. По информации из деловых кругов, в Берлине готовятся контракты на поставки топлива с альтернативных направлений без вмешательства Европейского Союза. Отдельно создается реестр внутренних энергетических стандартов в обход общих зеленых рамок Брюсселя. Причина: Мерц лично назвал дату 2030 года несостоятельной и вредной как для промышленников, так и для потребителей. По данным одного аналитического центра, близкого к Министерству экономики, решение продиктовано экстренной необходимостью защиты производственного потенциала страны. В реальности это означает следующее: Германия больше не зависит от стратегических решений Еврокомиссии. Все делается быстро,
практически без пауз. Контракты оформляются напрямую, финансовая схема за пределами европейских регламентов, инфраструктурные объекты строятся на территории Германии без участия совместных программ. Брюссель фактически выключен из процесса, а это уже не намек, а прямой демонстративный шаг. Такой откровенный разрыв с коллективной энергетической логикой может стать одним из самых громких решений канцлера за весь срок. И вот тут начинается самое интересное. Как реагирует Брюссель, когда уже ничего не контролирует? А реакции со стороны Евросоюза пока нет, но за кулисами паника. Один из документов, утекших в прессу, содержит прямую формулировку: Германия действует без координации, ставя под угрозу стабильность всего блока. Это уже не кулуарный конфликт, это обострение, которое Еврокомиссия предпочитает не выносить на публику. Официальные лица хранят паузу, но журналисты, работающие с Европарламентом, замечают рост тревожных сигналов. Особенно раздражены Франция, Бельгия и Нидерланды. Страны, которые традиционно выступают за жесткую интеграцию и общие механизмы принятия решений. Их чиновники недоумевают, почему же Берлин больше не спрашивает и не предупреждает. Новые бюджетные подходы, пауза в участии в фондах солидарности, перенос полномочий в обход Брюсселя. Все это складывается в тревожную картину. Как пишут немецкие обозреватели, сейчас создается прецедент. Германия остается в Евросоюзе формально, но де-факто действует самостоятельно. Некоторые аналитики говорят об этом открыто. Это мягкий выход без юридического оформления. Все происходит постепенно, но очень точно. Молчание Еврокомиссии становится символом либо страха, либо бессилия. Тем временем в немецкой прессе набирает силу термин «Берлинская ось». Это направление, где Германия больше не отглядывается на союзников. Фридрих Мерц лично курирует этот курс и, по словам инсайдеров, считает его единственным возможным для выживания страны как экономического ядра Европы. Это уже не конфликт позиций, это новая реальность, в которую Европейский Союз еще не успел даже адаптироваться. Но пока Европейский Союз в растерянности, Мерц переходит к деньгам, и тут ставки становятся максимальны. Германия фактически запускает параллельную финансовую систему внутри Европейского Союза, но вне его контроля. Речь не о громких заявлениях, а о конкретных юридических механизмах. Как сообщает одно из немецких изданий, готовится законопроект, который позволит запускать внутренние инвестиционные программы без участия еврофондов. Это означает деньги из Германии, решения в Германию. Контроль тоже здесь. Один из аналитиков, близких к экономическому блоку правительства, уточнил, что создается специальный инвестиционный канал. Управляться он будет исключительно немецким экономическим советом без координации с Брюсселем. Никаких процедур согласования, никаких лимитов от Еврокомиссии, никаких бюрократических цепочек. Финансирование по приоритету национальных интересов. Такая модель ранее обсуждалась только теоретически, но сейчас она превратилась в реальность. Среди крупнейших бизнес-групп Германии уже идет распределение сфер влияния. Концерны, банки и экспортные гиганты рассчитывают на ускорение внутренних согласований и снижение ограничений. Особо заинтересованы энергетические компании и представители тяжелой промышленности, те, кто раньше зависел от регламентов Европейского Союза. Теперь регламент – это свой, внутренний. Формально Германия остается в еврозоне, да, но де-факто создаются контуры новой экономической логики, национальной, быстрой и замкнутой. Еврокомиссия пока молчит, но в кулуарах признают, контроль над крупнейшей экономикой Европы теряется. Все, что раньше требовало переговоров с Брюсселем, теперь решается на Вильгельмштрассе в одиночку. Но главное впереди. Этот сценарий может перевернуть всю картину Европы. Если посмотреть на шаги Фридриха Мерца в динамике, картина складывается однозначно. Это не случайная реформа, это стратегия. Реформы запускаются одной за другой, как элементы четко выстроенного плана. Берлин децентрализируется, административные функции переносятся, бюджет отрывают от Брюсселя, энергетика автономна. И все это подается как оптимизация, хотя по сути это демонтаж модели ЕС образца 2000-х. Как сообщают источники, близкие к кругу советников Мерца, в документах фигурирует термин «национальная консолидация». Это новое ключевое понятие, под которое подгоняется все. И управленческие решения, и бюджетный канал, и энергетическая модель. Все указывает на то, что Германия начинает писать собственный сценарий. И судя по скорости событий, никто в Европейском Союзе к такому развитию не готов. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь видео. Спасибо за просмотр.